Всех приветствую. Биткоин у нас по-прежнему не может определиться, куда ему все-таки пойти, наверх или вниз. Давайте я расскажу свои мысли, что я думаю о дальнейшем движении, и в конце просто озвучу еще свои мысли вне графиков. Что касается биткоина, если рассматривать просто как структуру движения, то здесь, несомненно, получается, что прошел импульс, прошла коррекция, нас ожидает третья волна, которая должна добивать как минимум вот сюда. Если же брать в расчет объемы и показания индикаторов, то это совсем не импульс. Это коррекция, после чего мы должны сходить еще раз ниже в волну С. Сколько раз биток уже нас обманывал на объемах и на показаниях индикатора, да и не только биток. Вся крипта вроде показывает одно, а потом резко бах и ломает показания индикатора. Они неплохо помогают, конечно, подстраховаться и уменьшить свои убытки, зафиксировать прибыль, но если вы боитесь остаться вне рынка по битку, то вполне можете залетать. Либо с установкой стопов, чтобы снизить убытки, либо оставить денег на дальнейшее усреднение, когда мы пойдем обновлять лои, если пойдем обновлять лои. Поэтому по биткоину по-прежнему есть несколько вариантов. К тому же есть вариант, что он будет отрисовывать здесь треугольник, долго-долго пилить во флете. В это время будут стрелять альты, что в принципе сейчас и происходит. По биткоину по-прежнему двойная ситуация. Давайте глянем эфириум. Эфириум уже хорошо сходил наверх, в принципе находится на тех же уровнях, что и раньше. Появилась здесь небольшая дивергенция, снижение объемов, и в районе 3500 пока никаких изменений нет. Что касается глобального графика, что здесь можно сказать? Вполне вероятно здесь не завершение волны 3, а завершение тройки в тройке. Движение по эфириуму не выглядит как завершенное. Вполне вероятно мы еще продолжим движение наверх, но здесь требуется немного остудить индикаторы. Кто холдит эфириум, лучше, конечно же, мне кажется, продолжать это делать. Зона третьей волны, как раз мы в ней и находимся. Если мы в ближайшее время пойдем на коррекцию, то вот она зона коррекции, после чего опять-таки продолжим движение наверх. По эфириуму вижу вот такую ситуацию. Что у нас по риплу? По риплу, в принципе, очень похожая ситуация, как и на биткоине, двойная такая структура, либо это 1, 2, и мы пошли наверх в 3, либо эта волна была даже не вот так. Вполне возможно, что это была волна А, Б, будет С, и все еще сохраняется вариант на снижение в волне С, более старшего порядка. Давайте посмотрим, если вот эта структура будет себя отыгрывать. Потому что по индикаторам и по объему именно она сейчас в приоритете. По структуре движения больше похоже на импульс. Если была эта волна А, здесь Б, то оптимальная зона волны С располагается вот на данном уровне. То есть можем еще повыше даже сходить, либо уже отсюда разворачиваться. Волна С короче волны А. Если же мы продолжим движение импульсного характера и пойдем в тройку, то зона тройки располагается вот здесь. Здесь также нет подтверждения ни объемами, ни индикатором того, что мы пойдем в тройку. Данные факторы говорят за то, что мы пойдем все-таки отрабатывать С вниз. Вот такая картина по риплу. Давайте гляну еще несколько монет из комментариев. Риф. Так, по рифу в последний раз мы смотрели. Был неплохой прострел наверх. Предполагали, что здесь была волна 2, но все-таки коррекция усложнилась и приобрела более сложную форму. Вполне вероятно, вот здесь была просто волна W, X. И вот здесь опять-таки, возможно, Y завершилась здесь, как раз, два, три волны. А возможно, это была волна 1, 2, вернее А, Б, и Y еще продолжится где-то здесь. Четвертые волны чаще всего такими и бывают, с разными усложнениями и растяжениями. Но если бы все так было просто, все бы здесь зарабатывали. Предположим, что здесь мы завершили коррекцию, что касается у нас этого движения. Глобально ничего не изменилось. Также после завершения волны 4, завершилась ли она здесь, либо мы еще раз сходим обновить лои, нас все еще ожидает движение в волне 5. Минимальная зона, естественно, это предыдущие хаи вот здесь. И если же смотреть расчетную зону и взять окончание коррекции как данный уровень, то расчетная зона, вот она, намного выше.
Такая ситуация по рифу. Так, еще что? BitTorrent отметил. По BitTorrent я сам на него посматриваю. Он всегда дает такие резкие и многопроцентные движения. Что у нас здесь сейчас происходит? Так, здесь структура у нас сохранена. По-прежнему, в принципе, все здесь актуально. Волна 1, лой не пробит. И вот мы уже какое-то хорошее движение даем наверх. Все еще выглядит все здесь замечательно. И первые цели это предыдущие хаи вот сюда. У кого BitTorrent я бы рекомендовал держать. У кого его нет, в принципе, можно брать с каким-нибудь стопом вот сюда. Либо, если еще более надежный, то аж вот сюда. BitTorrent стоит очень неплохо. К тому же, если биткоин будет флетить, то альты также будут стрелять и будут давать хорошие прибыли. Вполне вероятно, даже будем обновлять эти хаи. Потому что здесь цель только вот этой вот желтой разметки. Потом будет еще одна четверка, еще одна пятерка, потом здесь еще волны. Еще много ожидает движений по BitTorrent. Так, следующее, что мы хотели посмотреть. Еще DIA просили. DIA, по-моему, ни разу не смотрел. Что у нас на месяце? Молодая монета. Что у нас на дневке? На дневке также хороший рост, но вот здесь уже снижение объемов и снижение индикатора. Что касается структуры, просматривается 1, 2, 3, 4, 5. Что у нас на 4 часах? На 4 часах также индикатор мы не превысили, пока данная разметка в силе. Если вы в этой монете, то лучше, конечно, подпираться стопами и ограничивать свои убытки, либо сохранять прибыль при резком движении вниз. И если вы не в этой монете, то лучше, конечно, поискать что-нибудь другое. Потому что здесь объемы, конечно, есть, но по структуре здесь очень похоже на завершение третьей волны. Если отметить коррекцию, зону коррекции после этой волны, то мы вполне можем прийти вот сюда. Еще раз на дневках посмотрю. Ну да, здесь объемы ниже, чем здесь. Похоже на завершение. Так, и в конце хотел показать доминацию биткоина. Она у нас просто летит в ад. С начала этого года, с января, идет все ниже и ниже. И она уже достигла чего у нас? У нас почти июль 18, январь, декабрь 17. То есть по доминации биткоина, то есть все переливается в альту, в альткоины. Поэтому они сейчас так хорошо стреляют. Не все, конечно, но я думаю, по очереди большинство из них даст хорошую прибыль. Поэтому, на мой взгляд, наиболее вероятное движение это то, что биткоин здесь будет и дальше рисовать какой-то флэт, возможно треугольник, возможно усложнения какие-то, а в это время будут пампиться альты. Взять, например, тот же Ethereum Classic. Что у нас здесь? Мы, конечно, рассчитывали на хорошую прибыль. 54 я ему рисовал, 70 рисовал. Все это классно. Но он, смотрите, что имеет. Объемы самые высокие за всю историю. Индикатор просто в небеса. И я думаю, что даже если будет хорошая коррекция, на которой многие будут залетать в него, просто вертикально летит, смотрите. Здесь даже сейчас перерисовывать все это дело не имеет смысла. Можно просто сносить. Что у нас сейчас, например, по эфириуму Classic. Ну, здесь, как вы понимаете, явно это третья волна. Объемы шикарные. Куда продлится эта третья волна, сказать невозможно. Она просто летит вверх. На чем летит, непонятно. Просто летит вверх. Возможно, кто-то услышал, что хорошо бы купить эфириум. Заходит на биржу, смотрит. Опа, эфириум. Недорого стоит. И покупаем. А то, что это не тот эфириум, без разницы. Что у нас по структуре? Вот здесь, возможно, первая волна с объемами, здесь вторая, сейчас мы просто в гигантской третьей, будет четвертая и потом пятая. Внутреннюю структуру разрисовывать пока смысла нет, пока здесь мы не видим разворота, но разворота пока и не видно. Здесь ни диверов, ни снижения объемов, ничего, просто летим наверх. Здесь просто какие-то догикоины 2.0. Что касается перспективных каких-то монет, я смотрю за Дентом по-прежнему, где у нас Дент, который недавно рассматривали. По нему прогноз все еще актуален. Вполне можем пойти наверх. Когда он здесь зашевелится, имейте в виду, можно будет прикупить его со стопом. Ну и другие монеты здесь слишком долго рассматривать не буду. Ход то же самое. Тоже неплохо выглядит. Тоже еще не сходил до своих прогнозных значений. А вакс, что у нас здесь по прогнозу было? Покупаем со стопом, летим наверх. Ну вот мы уже и летим. Куда летим? Ближайшая цель вот эти хаи. То есть примерно вот сюда пока можно рассчитывать, что авакс
вполне вероятно может прийти. После чего 4 и дальше 5. Что касается Dogecoin'ов, ну, в принципе, как был прогноз, скорректировались до половины, пилить мы долго не стали, но дали прострел опять-таки наверх. В принципе, справедливо сейчас вот такая же структура. Опять скорректируется до половины, куда-нибудь сюда, попилит и дальше опять наверх пойдет. Dogecoin именно так и ходит. Единственное, на что стоит обратить внимание, объемы здесь все меньше и меньше и меньше. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, какие у нас монеты более перспективны на ваш взгляд, что будет с биткоином, что будет с альтами. Удачной торговли и счастливо!